Давно на канале не было курицы. Надо это исправлять. В общем, сегодня готовим классическое корейское блюдо под названием чимтак. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Чимтак дословно переводится как тушеная курица. Это блюдо традиционной корейской кухни, которое очень популярно в Южной Корее. Там есть целые рестораны, которые специализируются именно на этой курице. Ее бывает несколько видов с разными добавками, но сегодня я вам покажу классический рецепт. Описать это блюдо можно как тушеная курица с картофелем, крахмальной лапшой, морковью и луком в черном остро-сладковатом соусе. В общем, это очень вкусно и сытно, вам обязательно нужно попробовать. И прежде чем мы начнем готовить, обязательно подпишись на канал, если еще не подписан, и нажми в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Также жду тебя в моем телеграм-канале, где помимо еды я еще советую корейские дорамы, а также рассказываю о других аспектах корейской культуры. Ссылочка будет в описании под роликом. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Этот список также есть в описании под роликом. Готовить будем на 4 порции. Первым делом нам надо замочить крахмальную лапшу. Я взял толстую бататовую лапшу. Ее мы заливаем холодной водой и оставляем так лежать, пока подготавливаем другие ингредиенты. Далее нарезаем овощи. Начинаем с репчатого лука. Его нарезаем в этот раз крупно. Далее морковь. Ее тоже нарезаем крупно. Сначала разрезаем пополам, а потом поперек на большие кубики. Следующий картофель. Картошку можно нарезать большими полукругами, либо кубиками. Я нарезал кубиками, чтобы все ингредиенты были примерно одной формы. Лук-порей нарезаем тоже крупно. Разрежьте его пополам, потом вдоль и затем поперек на длинные куски. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Красный перец чили просто режем поперек на небольшие кусочки. Чеснок мы в этот раз измельчаем чеснокодавкой. Мы его будем использовать в приготовлении соуса, поэтому так будет лучше. Следующим этапом приготовим соус. Берем глубокую тарелку и вливаем туда 6 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку устричного соуса, измельченный чеснок, большую щепотку черного молотого перца, половину столовой ложки приправы дащида со вкусом курицы, 2 столовые ложки соджу, либо сухого или полусладкого белого вина. И после этого все хорошо перемешайте. Соус готов. Друзья, если у вас нет куриной приправы дащида, то можете использовать сублимированный куриный бульон, который обычно идет в кубиках либо в виде порошка. Ну а далее мы переходим к приготовлению курицы. Берем глубокую сковороду, подойдет вок или сотейник. Выкладываем курицу, заливаем водой и включаем плиту. Как только вода закипит, засекаем 5 минут и варим. После того, как 5 минут пройдет, выключаем плиту и сливаем воду. Хорошо промываем курицу под холодной водой. Друзья, не переживайте, курица не потеряет свой вкус при таком бланшировании, но зато из нее уйдет грязь, кровь и другие неприятные примеси. Так что не переживаем, результат будет очень вкусный. После этого снова выкладываем курицу в сковороду, заливаем подготовленным соусом, добавляем 400 мл воды, включаем плиту и ждем, когда закипит. Далее так варим 10 минут. Время от времени переворачивайте курицу, чтобы она равномерно пропитывалась соусом во время варки. После того, как 10 минут пройдет, самое время добавить овощи.
а именно картошку и морковь. Варим так 5 минут. После этого добавляем репчатый лук, лук-порей и крахмальную лапшу, которая уже стала мягкой. Хорошо перемешиваем и варим так еще 5 минут. Время от времени перемешивайте. Удобнее всего делать это 2 лопатками. Крахмал из картофеля и лапши придадут немного густоты соусу в процессе варки. За минуту до конца добавьте мелко нарезанный зеленый лук и перец чили. Хорошо перемешайте. Ну все, блюдо готово. Обязательно добавьте половину столовой ложки кунжутного масла, посыпьте кунжутными семечками и подавайте на стол в горячем виде. Приятного вам аппетита! Друзья, традиционно на этапе варки курицы в соусе добавляют еще сушеные острые перцы. Они лучше насыщают вкус. Однако очень часто в ресторанах это блюдо подают не острым, поэтому если хотите, то можете вообще перец не класть. Еще обычно к этому блюду подают холодный бульон, который сварен на основе редьки и сушеных анчоусов. Но лично мне и без него классно, поэтому если хотите, то можете заморочиться. Ну а если вы хотите вкус как в ресторане, то можете во время варки добавить немного так называемого MSG. Или адзиномода, или китайской соли. Короче, глутамат натрия. Но это строго по желанию. В целом блюдо сытное, вкусное и насыщенное. Уверен, вам понравится. Друзья, не забываем ставить лайки и писать свои комментарии. Также, если еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Ну и надеюсь, вам видео понравилось. Жду ваших отзывов и впечатлений. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои ролики. Ну и всем пока. Нет, вы видите, да? Чеснок. Эй, а ну слезь. Не хочет слезать. Давай слезай.